Я знаю, как люди стартуют свои ролики на YouTube. Обычно они говорят всем привет, или я вас всех приветствую, еще что-то там. Но сейчас хочу сказать вам одно. Вы перешли сюда на этот ролик благодаря вот этому названию. Сегодня мы будем брать интервью у Доис Хотера, одного из самых обсуждаемых читеров Team Fortress, одного из самых влиятельных людей Team Fortress и одного из любимчиков Valve. Сегодня я буду задавать ему вопросы, а он на них отвечать. И это выйдет в формате интервью. Первый вопрос: могу ли я задать вам несколько вопросов, и скоро выйдет в видео в формате интервью. И он отвечает положительно, говорит, что ему самому интересно это, и он готов ответить на мои вопросы. Второй вопрос был что-то типа: расскажите историю создания вашего канала, что послужило этому событию. Его ответ: это была долгая история, но если кратко, в 2010 году он открывает первый канал на YouTube, снимая очень плохие ролики с камерой на абсолютно любую тему. Из-за того, что ему нравилось смотреть, как другие могут выкладывать ролики о том, о чем хотят. Через год он закрыл свой канал. В 2011 году он открывает новый канал, на этот раз записывая геймплейные ролики. Этот канал был заброшен и потерян. Процесс открытия новых каналов каждый год стал для него традицией. В 2012 году он снова попытался создать канал, на этот раз записывая свой голос, используя читы в разных играх. В 2013 году появился еще один канал, на котором он вернулся к видеовлогам и читерству в играх. В 2014 году он открывает канал Dois Hoter, в то время под ником HoloHoloGet5. Этот аккаунт был создан как альт-аккаунт, на котором он не планировал заострять внимание. Он записывал туда ролики про читерство в GTA Online. В то время он чувствовал себя крайне неловко после того, как начал получать первые негативные комментарии. И он принял решение удалить все ролики с канала. И позже он опубликовал извинения с его голосом и фотографии, где он пожимает плечами. Она у него до сих пор есть, но на испанском языке. И извинился за использование читом. И сказал, что больше не будет использовать читы. Наступил 2017 год, и прошел год с тех пор, как он вернулся в Team Fortress 2. Его идея тогда заключалась в том, чтобы повторить то, что он делал в 2014 году, но с Team Fortress на новом аккаунте. Он вспомнил, что у него есть аккаунт HoloHoloGet5, и он просто начал загружать видео с читами для Team Fortress, ожидая лишь несколько оскорбительных комментариев и ничего больше. К его удивлению, в то время видео по Team Fortress, которые он загружал на этот канал YouTube, начали превосходить по количеству просмотров и взаимодействия его другой YouTube канал, где он вкладывал некоторые усилия в создание видео. Так что в 2018 году он сказал к черту и перешел на аккаунт HoloHoloGet5, изменив его название на Anitalink, но вскоре сменил его на Dois Hoter. Он закрыл другой аккаунт YouTube, чтобы уделять больше времени этому новому растущему аккаунту. И к концу того года он превзошел свой старый основной канал на YouTube, что дало ему больше причин продолжить работу с каналом Dois Hoter в 2019 году и далее. Вот почему в 2019 году внезапно произошло повышение качества. В скобочках, но не сильно, но все же. Второй вопрос был: были ли у вас случаи, когда кто-то из ваших знакомых натыкался на ваш канал, например, на работе или среди других знакомых, которые не имеют отношения к видеоиграм, как они отреагировали на ваш контент? Потому что я сам открыл канал в 2015 году, снимал Майнкрафт, в целом думаю, что 90% россиян делали именно так, пытаясь снимать survival, но это осталось мечтой. Потом я начал публиковать на канале что-то другое. Он сказал, что в 2010-2014 годах я был очень открытый с людьми, которые были близки мне. В старшей школе мы все были дураками, которые думали, что смогут стать знаменитыми или чем-то в этом роде, загружая любую ерунду на YouTube. Но после школы я никогда не хвастался ютубом или чем-то связанным с интернетом, потому что никто и не знал, что я просто обманывал, снимая на YouTube.
никогда не говорил близким людям: «Эй, да, посмотри на меня, посмотрите, какой я важный, я известный в игровом сообществе как засранец». В основном потому, что никогда не думал, что это кому-то интересно рассказывать. В реальной жизни я самый обычный нормальный человек, какой только может быть. Было бы интересно когда-нибудь пойти на публичную игровую конвенцию или лан-вечеринку и сказать всем: «Привет, я Дуис Хотер». Если не знаете, кто я такой, погуглите, друзья. Нет, на самом деле я не считаю себя чем-то особенным. Я даже не считаю себя значимым или известным. Время близилось к вечеру, поэтому я накидал пару вопросов и лег спать, лол. Я хотел спросить вас о ваших связях с другими хостерами ботов. Вы общаетесь? Второй вопрос о реальной жизни. Хотел спросить вас, чем вы зарабатываете на жизнь, если это не секрет. И третий вопрос: какая ваша самая заветная мечта? Он написал, что мои 5 любимых игр — это Smash Mario 64, GTA Vice City, X3, я не знаю, что это такое, Half-Life и Portal. Мне нравятся и другие игры, но если бы мне пришлось выбирать только 5, это были бы именно эти. Что касается других хостеров ботов, раньше у меня были дружеские отношения со многими из них, но по личным причинам я не могу раскрыть, кто они были. Но с 2025 года я практически не поддерживаю с ними никаких контактов. В прошлом я работал техническим специалистом, а сейчас моя работа заключается в том, что я прихожу к вам домой, когда у вас не работает роутер. Может показаться странным, но у меня никогда не было заветной мечты с детства. Мои планы на жизнь были очень простыми и базовыми. Найти работу, заработать деньги, создать семью, если у меня будет стабильное финансовое положение, и умереть в мире. Когда я это читал, было очень интересно и в какой-то степени даже радостно. Потом я накидал еще пару вопросов. Я хотел спросить о нарезанной колбасе с марихуаной. Одно из ваших видео. Там действительно была марихуана? Второй вопрос. В вашей стране ее свободно можно купить? Или как? Третий вопрос. Я видел в ваших видео много техники и компьютеров. Хотел спросить, какой ваш любимый компьютер, а какой вы ненавидите больше всего? Четвертый вопрос. Самый жестокий, блять, правильно. Самый жесткий срач, который произошел с вами в интернете. И пятый вопрос. Если бы вас пригласили работать в офис Valve в сегменте Team Fortress, какое обновление вы бы внесли в игру? Его ответ: в мясе с марихуаной действительно была трава, но это был только SBT, а не HTC. Я не знаю, что это такое, честно, вообще в душе не ебу. Я, кстати, ему задал вопрос, он так и не ответил, я такой: ладно. Я купил его в местном супермаркете. Оно лежало рядом с обычным мясом. И подумала, блять, что это будет забавно для видео, и купил его по этой причине. Что касается компьютеров, у меня нету любимого, но если бы был бы, это был бы мой основной компьютер, так как я им пользуюсь чаще всего. У меня нет компьютера, который я ненавижу, но мне очень не нравится ноутбук Toshiba, который я показывал в различных видео. Он меня много раз подводил, и он очень плохой. То же самое касается белого ноутбука HP. Я не совсем понимаю вопрос о самом жестком сраче в интернете. Люди могут меня ненавидеть, в конце концов, это то, что я искал. Я использую интернет, чтобы хорошо провести время. Я не воспринимаю ничего слишком серьезно. Если бы мне предложили работу в офис Valve, я был бы худшим сотрудником за всю историю. Уверен, они бы уволили меня в ту же секунду, как я попытался бы изменить фильтры запрещенных слов.
Я не знаю, что бы я сделал с Team Fortress 2, если бы у меня была возможность сделать с ним что угодно. Скорее всего, я бы снова добавил бы эксплойды, такие как сдвиг во времени или ускорение. Как я уже сказал, они бы уволили меня в ту же секунду, как только я бы прикоснулся к одному бы из их компьютеров. Самое яркое и запоминающее событие, которое произошло с вами в интернете. Это, если что, вопрос от меня, потому что я еблан, сценарий не написал, то что, блять, я ему задал вопрос. Сука, надо было все же дополнить сценарий. Да, честно говоря, я немногое помню, но в последние годы произошло много забавных вещей. Но если бы мне пришлось назвать самое запоминающееся событие, то это было бы, как в 2017 году, в моих самых первых видео о читах в Team Fortress 2. Я получал комментарии от одного и того же человека, который в основном назвал меня ужасным человеком и прочее. По какой-то причине однажды я получил от него комментарий, в котором было написано что-то вроде «Давай, сразись со мной, трус, мы сделаем это на публичном сервере». Я полностью проигнорировал действия этого парня, и это был последний комментарий, который он получил от него в данный момент. Через неделю он написал последний комментарий, в котором говорилось: «Ты заставил меня это сделать. Я скачал читы и был забанен из-за тебя. Я никогда не забуду этого и надеюсь, что смогу лично разрушить твою жизнь». В тот момент я проверил его канал на ютубе, увидел, что у него есть ссылка на Steam, вошел в аккаунт и увидел вакбан во всей красе. Он, кстати, спорил с людьми в комментариях на своем профиле Steam, то, что его забанило за банихоп. В этот момент он использовал все свои Steam аккаунты, чтобы написать ему в комментариях «Ахахахаха». Но потом, через день, он сделал свой Steam приватным, и его комментарии на ютубе исчезли с его канала. На этом, в принципе, все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.